Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft 2. Сегодня поговорим про компоненты для крафта предметов этого мода. Вот, у нас были уже рассмотрены до этого механизмы различные, да, там генераторы, потребители, энергохранители. Естественно, они для своего крафта требуют какие-то компоненты. И сейчас я просто вам покажу основные компоненты, да, как их крафтить. Начнем с углепластика. Крайне полезная, нужная вещь в этом моде. На серверах пользуется большой популярностью, допустим, на варпшопах различных. То есть часто, там можно продавать его в больших количествах. Игроки активно скупают. Вот. Значит, из чего производится углепластик? Самый базовый ресурс у нас это уголь. Это угольный порошок, который делается из угля. Значит, что мы делаем? Мы берем сперва уголь, кладем его в дробилку и получаем угольный порошок. Далее из угольного порошка мы делаем, просто в обычном верстаке можно делать из 4 единиц угольного порошка, делаем углеродные волокна. Дальше из углеродных волокон, опять же обычным крафтом, делаем такую большую углеродную ткань. Ну и наконец вот эту вот углеродную ткань мы кладем в компрессор. Все. И получаем из него углепластик. То есть такая вот серия последовательных крафтов. Все просто. А источником у нас является уголь. Далее, значит, не менее используемый компонент это композит. Тоже во многих крафтах он используется, тоже крайне популярен на серверах игровых. Значит, композит, он делается из такого сверхпрочного сплава, который в свою очередь делается, значит, из бронзового слитка, олова и стали. Значит, сталь у нас делается просто обычной пережаркой железного слитка в печке. То есть кладем в печку железный слиток, получаем сталь. Все просто. Значит, откуда берется бронза? Есть разные способы. Самый стандартный, самый классический. Я не знаю, тут даже он есть или нет. Что-то я даже не вижу такого. Это там смешивание пыли. Это, наверное, другую надо бронзу взять. Сейчас покажу. Попробую. Тут просто различная бронза есть. Нет, так не получается. Вот. Я попал как раз куда надо. Бронзовый порошок. А бронзовый порошок делается из оловянного порошка и медного порошка. Но это на самом деле немного запарный вид крафта, потому что вам нужно как бы... И, кстати, смотрите, выход получается у нас 2, да? Бронзовых порошка. Так, но если у вас стоят другие моды, как бы типа Forestry, типа там Red Power 2 и так далее, там, как правило, еще, соответственно, доступен такой вот вид крафта, просто из слитков. Так, сейчас, теперь нужно как раз другой нам, другая бронза. Не, снова не попал. Вот так вот, да. Просто берем слитки, 3 слитка меди, 1 слиток олова и получаем сразу 4 бронзовых слитка. То есть выход получается, по слиткам 1 к 1. Даже более выгодно, что интересно. Все, значит, у нас бронза делается так, сталь делается так, олово просто у нас переработка из оловянной руды. Далее мы, значит, берем, получаем такой сверхпрочный сплав обычным крафтом и кладем его в компрессор. Компрессор сжимает его в такую вот пластинку композитовую. Все, композитовая пластинка готова. Есть еще иридиевая пластинка. Здесь уже гораздо более дорогой крафт. Здесь помимо прочего используется иридий. А иридий, видите, даже вот нажимая кнопку, да, чтобы посмотреть крафт, у него нет крафта как бы такого стандартного. Он получается только из материи. Про материю попозже расскажу. Есть медная пластинка, как-то я уже тут показывал, да. Делается там, допустим, из медного слитка в компрессоре. Еще один крайне используемый элемент в этом моде это электросхема. Очень популярная штука, то есть в больших количествах тоже там покупается, продается на серверах, потому что во многих просто крафтах используется. Делаются из медных проводов, которые мы ранее рассматривали, красная пыль и сталь.
Вот, получаем такую электросхемку. Во многих крафтах используется. Есть продвинутый вариант этой электросхемы, просто с добавлением красной пыли, светопыли и лазурита. Вот. А для производства каких-то механизмов, как правило, используется еще вот такой вот блок, механизм. Он делается из стали, 8. Есть продвинутый его вид, это продвинутый механизм. Он делается просто добавлением еще композита и углепластика. Вот так вот. Так. Окей, значит, мы это рассмотрели элементы. Пойдем дальше тогда, наверное. Как раз таки упомянули здесь материю. Тогда давайте про нее поговорим. Значит, окей. Что такое материя, как ее получить? Значит, материя производится в генераторе материи. Значит, мы, чтобы произвести материю, просто подключаем к источнику. Вот у меня здесь есть. Причем можно даже напрямую, потому что генератор материи принимает, ну, по-моему, даже любое количество вообще энергии в тик. Хоп, подсоединили, и такой звук активировался. Значит, идет производство материи. Ну, причем достаточно так быстро, просто потому, что у меня здесь большой запас энергии. Вот. Ну и кроме того, выработка такая бодрая. На самом деле на производство одной материи тратится огромнейшее просто количество энергии. Если не изменяет память, там 1 миллион единиц энергии. Это очень много, на самом деле. Так, ну сейчас подождем, когда скрафтится материя, чтобы просто показать. И видите, здесь еще есть снизу слот. Вот. Мы можем немного ускорить процесс, если возьмем так называемый утиль. Я потом расскажу про него подробнее, откуда он берется. И положим его в нижний слот. Хоп. Это он работает как катализатор, как ускоритель вот этого процесса. Вот, раз, у нас материя появилась. Супер. Можем дождаться еще, например. Вот вторая. Если нам пока не нужна материя, можем выключить этот генератор рычагом, ну каким-то красным сигналом красного камня. Все, выключили. Окей, значит, мы научились генерить эту материю. Вопрос, зачем она нужна? Нужна она, во-первых, для того, чтобы это единственный вообще способ воспроизвести иридий. Вот. Чтобы сделать иридий, надо выложить материю вот таким вот образом. Кроме того, из этой материи можно крафтить и другие ресурсы. Например, алмаз. Пожалуйста. Можно крафтить, например, еще другие какие-нибудь ресурсы. Скажем, что еще можно. Вот, например, адский камень есть. Так, какие еще я вспомню сейчас крафты? Песок, да, или песчаник. Вода даже есть. Вот так вот дуб. Вот так вот камень. Ну, полный список крафтов вы можете найти где-нибудь там на Майнвике, например, погуглить. То есть крафты из кусковой материи. Как бы. Там полный список есть. Есть достаточно бесполезные крафты, там типа всякой травы и прочего. А есть достаточно полезные, которые вот делают, например, алмазы, иридий, руду железную и так далее. Это очень здорово. То есть, как правило, на серверах, где, допустим, установлен модуль Advanced Solar Panels, огромное количество энергии, с помощью генератора материи производят материю и потом из нее делают различные ресурсы. То есть и такая получается система автоматизации, как бы выработки ресурсов. Это очень классно. Вот. Так, и здесь я упоминал утиль. Откуда его брать? Все просто. Для этого используется утилизатор. Специальный прибор, куда мы кидаем различный мусор, и он перерабатывается в утиль. Вот. То есть если у вас какие-то лишние, там, лишняя какая-то грязь, или какая-то булыга, смело кидаем в утилизатор, который перерабатывает в утиль. А утиль можно, соответственно, использовать для производства, ну, для ускорения производства материи, например. Но это не единственное его предназначение. Из утиля можно еще делать такие вот коробочки.
Ну, просто вот так вот склеив 9 штук. Коробочки, ну, это просто как, по сути, какой-то... Ну, то же самое предназначение, как и утиля. Можно положить эту коробочку в этот самый генератор материи. Просто она будет в 8 раз больше вырабатывать, точнее в 9 раз. Либо можно еще тут как бы такие вот случайным образом какие-то предметы получать. Ну, тут всякая в основном хламина. Вот. Чаще всего тут хлам. Ну, крайне редко там выпадает что-то полезное типа алмаза. То есть там очень низкая вероятность. Вот, видите, я сколько уже там использовал. Вон, выпал, например, слизь, тоже прикольно. Резинка, кожа. Ну, то есть можно какие-то предметы получить случайным образом. По большей части, конечно, бесполезные. Но иногда какой-нибудь алмазик, например, может выпасть. Вот так вот. Тыква, например, выпала, кстати, неплохо, да, если у вас нету тыквы. Можете ее получить, потом размножить. Так что, может быть, есть какой-то в этом смысл, не знаю. Вот. А еще мы можем, кстати, из утиля делать удобрения. Но про это позже, в следующих видео. На сегодня все.